Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об смартфоне Oppo Find N2 Flip. Что это такое, с чем это едят и почему вам стоит обратить на него внимание. Спойлер, я говорил, что я долгое время не покупал специально складные смартфоны, чтобы их обозревать, пока еще экраны не дошли до той стадии, чтобы ощущений тактильных не было, что там есть какие-то там переходы. Это раз. Два. Если брать те же Samsung, я скажу об этом в ролике несколько раз, вот это вот дело намного легче открывается. Его реально открыть одной рукой. Когда ты используешь смартфон, открывать одной рукой — это одна история, двумя — это другая. Что у нас здесь есть? Вот здесь. Здесь есть 4К съемка, здесь есть Always On Display для двух экранов. Здесь ColorOS, неплохая оболочка, но у меня не глобальная версия, китайская версия смартфона. Напоминаю, что никого из BBK, включая Vivo, я не советую китайских версий покупать. Я накупил, наделаю обзоров, продам и забуду, потому что сейчас, возможно, проблемы с их дальнейшим использованием от производителя. Никто не может сказать, что будет точно. Это дело мне понравилось, но, напоминаю сразу, вот сходу, будет много стресс-тестов, тротлинг-тестов и всего остального. Это смартфоны больше имиджевые. Если вы за те же деньги попытаетесь приобрести себе флагманское устройство того же бренда, оно будет рвать эти устройства что по камерам, что по экрану, что по каким-то возможностям даже зарядки. И давайте танцевать от этого. Вы знаете, что это самый дешевый флип из всех, что сейчас выпускаются. По отзывам многих уже европейских, американских пользователей, это самый удачный флип. Да, здесь есть у каких-то пользователей брак, как у всего, у Samsung они тоже были. У меня брака нет. Я рассказываю вам о своем устройстве. Идеально маленьким его не назовешь, но оно интересное. В первую очередь многим интересно будет с той точки зрения, что ты можешь использовать основную камеру как селфи-камеру. Но спойлер сразу, здесь нет телевика. В ролике я сравню Fold Plus от Vivo с вот этим великолепным Oppo. Насколько это актуально? Ну, минимальная актуальность. Но вы должны видеть, как работают камеры у этих устройств, для того, чтобы понимать, как далеки все-таки эти устройства от флагманов другого просто типа экрана. Экран дорого, экран интересно, потому что здесь удобно все. YouTube смотреть и все остальное делать. Вот такие лопаты я пока не понял, для чего они нужны, но когда пойму, я вам обязательно расскажу. Не зря же я его купил. Смотрим. Две основные камеры, 4К 30 FPS, это предел для Oppo. Если вы сейчас помните картинку и звук, это было с Sony FX3. Сейчас съемка ведется, получается, на два смартфона в 4К 30 FPS. И, разумеется, вы должны понимать, что вы видите все это, еще раз повторяюсь, в 1080p. Исходники частично, я еще раз повторяюсь, скину в свою телегу. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. И вот сейчас вы видите, как все это дело работает с идеальным освещением практически и не идеальным местом для записи звука. Как работают микрофоны. Оба устройства интересные, оба устройства я рад использовать и вполне относительно, во всяком случае, Oppo адекватные деньги. Расскажу, как получится продать или нет, а кирпичится или нет он до этого времени. Но вот сейчас мне девайс интересен. И даже, не знаю, по Wi-Fi его использовать. Ну, может быть, и через интернет. Хотя, опять же, у меня никаких всплывашек у этих устройств не появлялось, так же, как и не появлялось всплывашек на Vivo X90 Pro. И, допустим, я вполне допускаю, что эти штуки появляются только когда ты начинаешь много звонить именно по сотовой связи. Но это тоже уже другая история. Вы видите, как работает автофокус, 4К 30 FPS. Напоминаю, что Vivo может еще снимать в 8К, в 4К 60. Oppo по какой-то неясной мне причине не может. Я думаю, для всех она не ясна, потому что процессор позволяет, и все остальное тоже. Но 60 FPS сейчас залочено. И фронталка с этих двух устройств тоже пример. Еще раз напоминаю, что, по моему мнению, концерн BBK заелся, закушался тем, что мы у них скупали китайские смартфоны. Они теперь их потихонечку начинают, ну, не блочить, но, во всяком случае, какие-то уже блочатся. Но о наших просьбах и требованиях они забывают. То есть мы хотим фронталку, вот я просто хочу 4К 60 FPS фронталку. Почему нет? За такие-то деньги. Но здесь они это предоставить не могут. Почему? Потому что не хотят, потому что так дешевле, потому что так проще. Если говорить про Oppo, я несколько раз вспомню за ролик, что здесь большой шим достаточно. И есть определенные недостатки, о которых я, разумеется, расскажу, резюмирую более подробно. Если говорить про Vivo, это классный смартфон, но
это уже имиджевые штуки. Когда ты покупаешь подобное устройство, скорее всего, наверное, ты не считаешь деньги. В кредит их мало кто берет, это вам не iPhone. И никто не поймет, что вы эту штуку купили за $2000, а что на эту штуку потратили 1200-1300, может быть, кто-то за 1000 сможет приобрести. Если говорить о удобстве, мне очень нравится у флипа то, что вы можете просто наклонить, получается, смартфон и снимать, и не использовать штатив. Очень удобно и для видеосвязи, и для всего остального. Если говорить о каких-то других вариантах использования, фронтальная камера на основную камеру, это тоже очень-очень круто. Тоже несколько раз за ролик повторю, но позиционировать их как прям суперкамерафоны, либо как игровые, как минимум нельзя. Почему? Потому что фронталка только 1080p, вы ее видите. Если включаешь усиление голоса на Vivo, очень часто лично мне в записи он нравится еще меньше. То есть вот сейчас есть у Vivo такая функция, у Oppo такой функции нет. Может, оно и к лучшему. Смотрим. Два смартфона, основная камера 4К 30 FPS. Я понимаю, что абсолютно разная ценовая политика и абсолютно разные устройства. То есть те, кто будут приобретать флипы, вряд ли будут приобретать что-то из разряда фолда. Но это с одной стороны. С другой стороны, что один, что второй не особо функциональны. Повторяю, что большой экран — это еще не залог успеха. Смысл, если вы будете, допустим, на том же YouTube только половину полезной площади использовать для того, чтобы фотографии 3:4 смотреть или документы читать. Не знаю, это все очень сложно. С точки зрения клавиатуры, да, удобно. С точки зрения камеры, ну вот смотрите, особая разница, если вы увидите в 4К 30 FPS, это хорошо. Пока я даже не скажу, что выигрывает как-то очень сильно Fold у флипа. У Fold максимум получается X10. И вот вы можете наблюдать одно и то же колесо, одинаково бесполезно увеличенное. Но увеличение получается лучше у одинакового. Вот хорошо, когда одного бренда что-то сравниваешь. И в нули. Единственное, у Vivo Fold Plus есть еще функция, разумеется, усиления голоса. Сейчас голос должен быть намного четче слышен, а освещение ужасное, то есть даже для торгового центра оно ужасно. Здесь еще и неон. И, в принципе, вы можете максимально увидеть, как хорошо или плохо справляются устройства в плохих условиях. Ну и теперь фронталки. Не буду я делать вид, что на Oppo можно использовать фронталку как основную камеру, потому что есть маленький экранчик, и по большому счету основная масса людей так и будет делать. Но вот сейчас, допустим, Oppo по фронталке, по обычной фронталке, не по основной камере, вы видите, насколько выигрывает в каком-то смысле у Vivo. Хотя плюс-минус одинаково. И усиление голоса на Vivo не включено. Вот сейчас я включил усиление голоса по стабилизации. Плюс-минус те же тапки, только в профиль. Что, на Vivo 4К 60 FPS, на Oppo Flip у нас 4К 30 FPS. Моя самая любимая локация. Почему? Потому что она максимально противная. Смартфонам безумно не нравится она. Логично, что здесь и освещение, и помимо освещения здесь есть тени, очень даже неприятные. Ночь. И плюс вот мы смотрим сюда, допустим, мы быстро-быстро переводим на глубокую ночь. Можем пройтись, допустим, немного по песку и посмотреть, как все это дело будет стабилизироваться. Напоминаю, что Vivo снимает в 4К 60 FPS, а Oppo у нас снимает в 4К 30 FPS. Ну, учитывая, как Oppo снимает сейчас песок, хотя Vivo тоже не совсем реально передает цвета, вот сейчас, наоборот, реальный Oppo. Ну, что делать? Нет идеального смартфона, правда? Не существует, какие бы ты деньги ни заплатил. Только для определенных сценариев использования. Но, опять же, эти смартфоны, все-таки это не камерафоны больше, это больше про какой-то особый функционал. Потому что, когда это флип или фолд, наверное, кто-то может придумать сценарий использования. Притом их довольно много. Плюс, эта штука интересная. Но снова, опять же, для тех, у кого прям много средств. Вот там корабль с диодами, ни один из них не передает цвета вдалеке, и ни один из них, разумеется, не разделяет эти цвета. Так, пробуем сделать 5,7 на, получается, Vivo и на Oppo. На Oppo уже сделали, на Vivo сейчас увеличение 5,6.
Ну, я не знаю, что хуже. Я не знаю, что хуже. И теперь 1080p, та же локация, пляж, фронтальная камера. Вот так она снимает. Ночью. Глубокой ночью. Ну, не глубокой, ладно, просто ночью. Разумеется, эти два смарта не стоит сравнивать на байке при езде. Почему? Потому что дороговато, скажем так, как сам байк. Но что не сделаешь ради контента. Вот так. Один 4К 30 FPS, один 4К 60 FPS они будут снимать на скорости с двух рук. Так, разумеется, никому не делать. Распаковка. Поставляется данная модель в более габаритной, в отличие от стандартных упаковок. К слову, подобная упаковка встречается часто у топовых смартфонов компании Vivo. Коробка выполнена из белого плотного картона, на ней есть название и краткие характеристики модели. Пакинг по мне отличный. В комплекте мы имеем сам смартфон, кабель для зарядки с USB-A на USB-C, блок питания, краткое руководство и пластиковый чехол, состоящий из двух частей. Слот прорезиненный на две сим-карты, нано. Карту памяти, разумеется, запихать нельзя. И, к слову, о пакинге, он, в отличие от Oppo Find Fold N2, который у меня тоже будет на канале, немного скромный. Там комплектация еще богаче. Русский язык на борту, но у меня на руках, повторяюсь, китайская версия смартфона. Google Play встает, сервисы встают, но мы помним, что может случиться с смартфонами от бренда BBK, если они предназначены только для Китая. Напоминаю, что они могут быть заблокированы. Весит Oppo Find N2 Flip 191 грамм, а его габариты в развернутом виде 166 на 75 на 7,5 мм. В сложенном же 85 на 76 на 16 мм. Пузатенький он. Как многие говорят, ну положил в карман и все. Нет, он приличный, особенно с чехлом. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всегда полезного. Взаимопомощи, если правильно сформулируете вопрос, вам помогут, что вам приобрести. Коллективный разум — это всегда хорошо, нас там 14 тысяч человек. И мой личный телеграм-канал, где я делюсь результатами тестов и с вами общаюсь ежедневно с утра до вечера. Полетели. В продаже есть черная, золотая и фиолетовая расцветка данной модели. Дизайн устройства интересный. Основные две фишки Oppo Find N2 Flip — это возможность сложить смартфон, а также экранчик на тыльной части, но об этом подробнее в ролике. Рамки металлические, тыльная часть черной расцветки выполнена из текстурированного матового материала. На шарнире есть надпись Oppo и узор в виде волны. Шарнир выполнен из высокопрочной стали и полимера авиационного класса. По заявлению производителя, данный механизм останется прочным даже после 400 тысяч складываний. И, конечно, сейчас трудно говорить, насколько это правда, но, кстати, есть уже люди, у которых данный смартфон навернулся. Хотя, с другой стороны, флипы у всех брендов у кого-то сразу наворачиваются. Никто не застрахован от брака, скажем прямо. По поводу складывающегося механизма, я не покупал самсунговский флип по нескольким причинам. В первую очередь, это дорого, и во вторую очередь, потому что он тяжело открывался. Этот открывается в разы легче. Обзоров в сравнении на YouTube просто море. Samsung Flip я покупать не буду за их космические деньги для того, чтобы сравнить. В магазин я приходил, намного сложнее открывать одной рукой. К слову, открывая смартфон, его можно зафиксировать в различных положениях, что удобно. Сборка отличная, как и качество материалов. В руке с чехлом смартфон лежит удобно, как в сложенном, так и в открытом состоянии. Тыльная часть не маркая, только рама собирает отпечатки, но кто же будет такой смартфон носить без чехла? Пользоваться смартфоном одной рукой можно без проблем. К слову, есть чехлы с маленькими ручками для переноски. В Китае они очень популярны, потому что смартфон тогда начинает выглядеть как пудреница. Ко всему есть небольшое количество различных функций для удобного использования, о которых я расскажу позже. В сложенном состоянии смартфон не занимает много места в кармане, что удобно, но это с одной стороны. С другой стороны, если в чехле, то он довольно пузатый. Далее, на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки Type-C версии 2.0, а хотелось бы версию разъема повыше. Вообще много чего хотелось, но к этому мы еще придем. Также мы имеем стандартные микрофоны и K-порт, мини-джек отсутствуют. В этих делах они конкретно сэкономили. По звучанию мы имеем стерео с поддержкой Dolby Atmos с предустановками звучания, но без кастомного эквалайзера. Звучание неплохое, выше среднего, громкость просто бомбическая. Но единственное, когда играешь, очень часто динамики закрываются руками. Нужно приноровиться для того, чтобы использовать эти динамики, допустим, в играх. Для видео прямо вау. Стандартный набор кодеков Bluetooth на борту, так что слушать музыку в высоком разрешении
общения через Bluetooth наушники возможность есть. Разумеется, Oppo Find N2 Flip не имеет защиты от влаги, но минимальная здесь однозначно она есть, хотя, опять же, гарантийных случаев нет. То есть топить нельзя, под дождь нельзя. Летим дальше. Смартфон оснащен гибким AMOLED E6 дисплеем на 6,8 дюйма с разрешением 2520 на 1080 Full HD+, и стеклом UTG. Соотношение экрана к корпусу 86,4%, цветовая гамма в ярком режиме 97% NTSC и 100% DCI-P3. Глубина цвета 16,7 миллиона цветов, плотность пикселей 403 ppi, что хорошо, пиковая яркость 1600 нит. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает, запас яркости есть. Дисплей с переменной частотой LTPO, частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации сенсорного отклика 240 Гц. Вы можете наблюдать тест на экране, я ожидал, если честно, намного лучшего результата. Показатели шима вообще драматичные, тоже можете шим смотреть на экране, 30 с лишним процентов это космос. Автояркость отрабатывает корректно, и к слову по поводу вшитого DC-димминга то же самое, что у Ace 2 было. Включаете вы его или нет, в режиме разработчика ничего не меняется, шим как был, так и остался. Мультитач на борту и на 10 касаний откликается довольно быстро. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро, но мы помним, что это довольно экономный вариант развития событий, согласитесь, на экране не иметь отпечатка, а отпечаток в кнопке. Хотя работает он быстро. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя, 5 раз разные пальцы. Распознавание лица срабатывает шустро даже под углом, но не под большим углом. Видал я и получше разблокировки. И у Vivo, и у Oppo, и у OnePlus. Внести биометрические данные можно только одного лица. Далее, подбородка у экрана практически нет, рамки симметричны, даже если брать в счет бортик. Рамки не такие уже большие. Полосы вместе сгиба практически не видны, если смотреть фронтально вообще не видны. Но если смотреть сбоку, разумеется, их видно. Основной экран яркий, с хорошей цветопередачей. Основной минус — это шим. Сразу, если вы будете елозить пальцем по экрану, я об этом говорил в начале и в конце скажу, все равно ощущается место сгиба, притом довольно прилично. Летим дальше. С тыльной части, как я уже говорил, также есть дисплей, а именно AMOLED на 3,26 дюйма с разрешением 720 на 382 пикселя. Плотность пикселей 250 ppi, пиковая яркость 900 нит. Частота обновления у этого экрана 60 Гц. Тач на 120 Гц. Используя дополнительный экранчик, можно пользоваться плеером, управлять подключенными Bluetooth наушниками, отвечать на вызовы, не открывая смартфон, отвечать заготовками на мессенджеры, использовать как видоискатель, можно заводить программы. Сейчас из полезного там диктофон, есть отдельная менюха для камеры и, разумеется, погода. Также есть режим Flex Foam. В этом режиме экран делится на два окна, что удобно в случае, если нужно освободить руки, а смартфон не на что поставить. Для развлечения есть функция цифровой питомец. Не могу сказать, что на постоянку данная функция актуальна, но точно в первое время позалипать в нее можно. Из интересного, данный дисплей поддерживает анимированные обои, так называемые GIF-T обложки с Bitmoji, это Always on Display. Функционала для дополнительного экрана достаточно, но, конечно, хочется, чтобы с новыми обновлениями добавлялись все больше и больше программ туда и полезных фишек. Пока их маловато. И, к слову, Always on Display, разумеется, есть на основном экране и на дополнительном. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9000+, первого поколения с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3 ГГц. Также в Oppo Find N2 Flip установлен процессор Mari Silicon X Imagen NPU для обработки изображения, к слову, как и в Oppo Find X5 Pro, обзор на который, разумеется, тоже был на канале, но с момента обзора его очень конкретно допилили, особенно по камерам. Графический процессор Mali G710 MC10. Интерфейс ColorOS версии 13 на базе Android 13 версии, разумеется, все это будет обновляться, это на момент издания обзора просто вот так. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память FS 3.1, не 4.0, к сожалению, прям, потому что разница в синтетике почти в 2 раза. Если бы 4.0 поставили, вообще бы им цены не было. И на выбор здесь 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. Для 4G Band 7 и 20 отсутствуют, и это плохо. То есть, если вы будете на даче с ним кататься, и у вас будет китайская версия смартфона, вполне возможно, у вас и в дороге ловить будет плохо, и на даче. Так что, если вас интересуют подобные смарты, однозначно по двум причинам их стоит брать в глобалке. Первая причина — это, разумеется, 100% их не заблокируют, как некоторые китайские версии смартфонов, у вас не будет этих проблем. И вторая причина — это бенды, потому что в китайской версии 7-20 нет. В большом городе это не актуально. В маленьких, очень маленьких, актуально. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны отрабатывают на ура, как и двойные датчики приближения. Вибромотор настраиваемый и хороший. Bluetooth версии 5.3, NFC смартфон, разумеется, поддерживает. Из навигации на борту GPS, GLONASS
GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1 метр, что неудивительно и стандартно для Dimensity. Емкость аккумулятора 4300 мАч, что, конечно, мало. PC-марки смартфон тест все-таки не прошел, но по отзывам моих администраторов, у которых уже есть на руках данный смартфон, завтра привет тебе, больше 6 часов экрана он свободно вывозит, и еще остается там 20-30%. То есть, в принципе, на день его совершенно свободно хватает. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания за 58 минут, за 15 минут до 30%. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi улетает в среднем 7%, в играх за час уходит в среднем 19%. Если хотите посмотреть, как он живет в Твиче с одновременной игрой в Apex, смотрите на лайв-канале. Мне он понравился, я его там гонял. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я прогонял на 100 потоках при 30 минутах. Минимальное количество гипсов. И я сравнивал его на лайв-канале во время стрима розыгрыша Xiaomi 13, делал прожарку этого смарта. До какой степени все-таки Dimensity хуже, чем Snapdragon 8 Plus Gen 1 на OnePlus Ace 2. Вы можете посмотреть, иногда там разница доходила до 30%. Это не 9%, которые обещает производитель. На данный момент на 30 минутах он без чехла выдает минимум 207 гипсов, максимум 327 гипсов и в среднем 251 гипс, что безумно мало и я бы сказал, что позорно для такого рода смартфона. В Geekbench 5 в синглкоре выдает он 781 балл, в мультикоре 3167. Что он выдает в 3D-марке, вы видите на экране. В принципе, все стандартно. Самое главное, что все это он выдает без всяких холодильников, то есть смартфон проходит тесты и не перегревается. В Antutu выдает все время разное количество попугаев. В данный момент 750-790 в зависимости от прошивки. Storage-тест показывает 75 тысяч. Результат 45-минутного стресс-теста вы можете наблюдать на экране. Результаты теста искусственного интеллекта 1 332 000. И перейдем же к, собственно, камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и двойной LED-вспышки. Калибровка цвета с поддержкой Hasselblad. Основной сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей и сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов. Телеобъектива нет, за что минус. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 30 FPS, 60 FPS залочены. Это безумно странно, потому что процессор 60 FPS поддерживает. Фронтальный сенсор Sony IMX709 RGBW Dual HDR на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов и автофокусировкой. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS, что неудивительно. Но в случае с этим смартфоном это не столь важно, так как селфи можно делать на основную камеру, используя дополнительный экранчик как видоискатель. Цифровая стабилизация на борту, а вот оптической, к сожалению, нет. Вспомогательные режимы, различные фильтры, ночной режим, портрет, про-режим, панорама, режим кино, замедленная съемка. Все это на борту. К слову, я сравнивал данный смартфон по съемке с OnePlus Ace 2 и отмечу, что Oppo Find N2 Flip хорошо справляется со светом. Это в прошлом обзоре. Здесь я уже сравнивал его с Vivo Fold Plus. Но отсутствие 60 FPS при 4К играют большую роль. Конечно же, если вы снимаете в 4К. Не скажу, что я в восторге от видеосъемки, но по фотовозможностям данный смартфон ведет себя хорошо. Удобно его использовать, даже если нет под рукой штатива. Удобно сделать совместные селфи на основной сенсор. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ну что, ночь фронталка, нулевая ретушь. Find N2 Flip. Очень быстро едем для ночи. И если вы хоть что-то слышите, знаете, что здесь кружочек — это раз. Два, максимально неприятные условия для съемки. А кружочек в плане того, что смартфон пытается меня подсвечивать. Кстати, не смешно, ночью максимум чего-то я не нашел 4К 60 FPS. Если в Ace 2 нет 4К 60 FPS, съемка, пожалуйста, можете видеть какая, то это что-то ненормальное. Но это не OnePlus Ace 2, это Oppo Find N2 Flip. И что-то не так. Либо где-то что-то пошло не так. Буду сейчас искать, в чем причина. Пока все странно. И 1080p 60 FPS. Разрешение, в котором большинство снимает. Но мне кажется, те, кто будут покупать Find N2 Flip, все-таки будут снимать в 4К. Люди подкованные, раскладушки подобные берут. В надежде, что их не блокнет BBK в китайских версиях. Но, к слову, будет глобалка. А то, что что-то кого-то где-то блокнули, я не особо верю. Всплывашки просто противные были. Напишите, может быть, у кого-то есть уже опыт. Пока все слухи, которые подтверждаются только всплывашками. 1080p 60 FPS, съемка с одной руки, флип второй, N2. И если встать, все равно какой-то тремор. Я очень надеюсь, что они допилят камеру. Пока нет ощущения, что она
4К 60 FPS и X 10 помещение с двух рук. 1080p 60 FPS, фронталка. Ну-ка, если зажимать. О, работает. Прикольно. Еще немного фронталки с включенным АИ и, разумеется, максимум на фото. Здесь получается X20, исходники можете посмотреть в телеге моей личной, но вы же прекрасно понимаете, что все это бесполезная штука. Почему? Потому что, ну, ночные X20 вообще пиксель на пикселе. 30 FPS, улица. Да, сумасшествие, конечно, по количеству огней. Пример фронталки, и пока я не забыл, этот смартфон можно, получается, сгинать наполовину и снимать или разговаривать по видеосвязи, не используя подставку. То есть вы можете использовать фронталку, таким образом, допустим, переводить его в горизонтальное положение, и это прям безумно удобно с точки зрения функционала. Вообще, какие-то вещи здесь прям безумно удобные. Но, разумеется, это вам не вот такая вот лопата, обзор на которую тоже будет, разумеется, на канале. Это фолды. Я купил, получается, от Xiaomi Fold и Oppo-вский Fold. И еще Fold от... Не Flip, а N2. И еще, получается, Fold Plus от Vivo. То есть, в общем, еще 3 складных телефона, и смотря как вы среагируете, так мы будем дальше разгонять эту тему или забывать про нее. Пример фронталки 1080p, и ну, там позади меня красота, мы ее еще поснимаем на основную камеру, возможно, вы ее уже видели. Съемка против солнца, ретушь отключена, но все равно он улучшает ваше лицо, к сожалению. 4К 30 FPS, съемка с двух рук. Надеюсь, 60 FPS процессору, который это дело все поддерживает, они добавят с обновлениями. Но пока этого дела нету, к сожалению. 4К 60 FPS, точнее 30 FPS, 60 у нас нет. Ой, вы видели, что с диодами произошло? Сейчас я дергаю смартфон, и мы видим, как работает стаб. В стандартных условиях обстановки торгового центра. Те же условия, фронталка, все просто, только 1080p. 1080p 60 FPS, съемка с одной руки. И я вам скажу, тремор, конечно, конкретный. Вот сейчас 2 руки я взял. Может быть, чуть лучше будет. Хотелось бы камеру постабильнее. Потому что, допустим, вот вы видите МК. А там много всего написано. Надеюсь, что это видно на съемке. Кроме МК Ресторан. Все время хочется сказать 4К 60 FPS, но по факту это только 1080p 60 FPS. Основная камера Flip N2. И самое приятное, что я его могу складывать и использовать прямо аж очень комфортно и удобно. Не скажу, что камера прям супер-мега, особенно из-за разрешения, потому что 30 FPS это плавность не фонтан. Сейчас 4К 30 FPS, до этого было 1080p 60 FPS. 1080p, конечно, плавность получше. Если брать съемку, опять же, вот, допустим, давайте пройдем чуть-чуть. Я вижу рваную, я вижу тряску и шумы, но я уверен, что после обработки то, что увидите вы, телефон при записи сделает все по красоте, даже в 4К. Ночь. Диоды. Поездка. Еще немного загинаем. Удобно. Если загнуть, то получается, видите как. 1080p 60 FPS, утро, солнечно. И вот от тех крыш глаза болят, если на них смотреть, на беленькие. Автофокус. Есть, но долго думает. Стресс-тест прошел, телефон не очень хорошо в чехле. Буду гонять без чехла, но пока вы должны знать, что вот так. 1080p 60 FPS. Плавненько. Плавненько.
Лампы безумно противные. И для взгляда для них, и для съемки точно. И много этажей вглубь. Вот так. Фронталка те же 1080p и... Не-не-не. Она с улучшалочкой сразу. Никак ее не отключить, видите? Никак. 1080p 60 fps. Люблю снимать такие объекты, когда ты движешься плавненько. С изменением фона, изменением света. Я думаю, многие это дело любят. И вот так, с рывками, как я вижу, идет запись, но вполне возможно, что вы будете видеть ее без рывков. Очень часто после того, как телефон записывает в память, вы воспроизводите где-то, и оказывается, что запись была великолепная. Поэтому оценки делать вам, а не мне. Ну или мне потом. 1080p 60 fps, если вы планируете снимать еду, то это будет выглядеть именно так. Ну и напоминаю вам лучший рюкзак на планете, который можно было купить за 1900 рублей, 7 штук купил. Это Xiaomi. И да, на этот обзор скоро тоже будет смартфончик. Фронталка 1080p с AI, и довольно удобно, что есть возможность выбирать два вида портретов. 0.8 единичка, и здесь нет две камеры, как у некоторых Xiaomi 13 Lite, да, за космические деньги. Ультраширик у фронталки включается только в 1080p 30 fps, это у нас пока основная камера. Вот это 1080p 30 fps, ультраширик, и, к сожалению, вы не можете использовать основную во время того, как вы используете ультраширик. То есть переключиться на основную нельзя. Ну а как ультраширик снимает, вы сами сейчас видите очень даже отчетливо. 1080p 60 fps, основная камера, и это основное разрешение, в котором все будут снимать, несмотря на наличие здесь 4К 30 fps. Зум максимум X10. Ночью бесполезен, днем бесполезен. 1080p 60 fps, давно не было крокодилов. Вот немного крокодилов. И дымка мне не нравится. Протираешь камеру, но очень часто появляется. С другой стороны, вот эти великолепные источники освещения, они глаза режут, не то что со смартфона снимать. Так что он еще и неплохо подстраивается, я вам скажу, относительно того же Vivo Fold. Минусы: нет мини-джека, нет ИК-порта, нет официальной защиты от влаги, нет 60 FPS для основного сенсора, мало программ на внешний экран, нет беспроводной зарядки, нет телеобъектива. И если у вас китайская версия смартфона, у вас нет бендов, и вполне возможно его окирпичат, как некоторые OnePlus и некоторые Realme. И вам придется бегать по сервис-центрам, искать прошивки, проверять коды, которые могут у вас не работать. В общем, все эти прелести, которые вам не нужны. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно их скину. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. И выход пишется, разумеется, на основную камеру 4К 30 FPS на этот Oppo. И что я могу сказать по поводу этого смартфона, резюмирую. Разумеется, чего здесь нет? Мини-джека, защита от влаги официальной. Здесь нет телевика, здесь нет сканера отпечатков пальцев собственно на экране, здесь нет какого-то космического разрешения, здесь не суперский сенсор, здесь не самая максимальная яркость экрана. И вообще много очень можно перечислять того, что здесь нет, но это, наверное, не стоит делать. Почему? Потому что аналогов именно среди флипов я не знаю. Вы можете написать старые модели Samsung, но они вчастую проигрывают по другим параметрам. Я бы сюда запихал Qualcomm-овский процессор, так же, как они, наверное, планируют сделать, может быть, я очень надеюсь, потому что OnePlus Ace они сначала выпустили на Qualcomm, теперь планируют на Dimensity. Я считаю, что этот процессор в каком-то смысле убивает данный смартфон в определенных сценариях использования. Разумеется, здесь необходимо разлочить 4К 60 FPS, это тогда будет совсем другой продукт, объект, и как минимум это очень странно за такие деньги получать смарт, пусть даже раскладушку, без 4К 60 FPS. При том, что как только она у них появится, можно сказать, что у вас появится 4К 60 FPS на фронталке. Если говорить о том, покупать или нет, все очень просто. Любые складные смартфоны, как делал я год назад. Я ходил по магазинам, смотрел эти флипы,
у Samsung, и они мне нравились еще меньше, чем этот флип. Я считал, что это космические деньги, я не смогу его никуда потом деть, куплю и буду мучиться. И их, в принципе, море на Авито, что и требовалось доказать. С одной стороны. С другой стороны, вот эта штука, она очень интересная. Мне лично она понравилась в первую очередь тем, что у нее очень быстрая оболочка, тем, что у нее нет явных каких-то недостатков и косяков, а с одной стороны. С другой стороны, еще раз повторяюсь, за эти деньги на их месте я бы запихал туда чуть-чуть лучшее железо в каких-то моментах. Вот. И насчет того, допиливают ли они внешний экран или нет, объективно давайте подойдем к этому с какой точки зрения. Оповещение есть? Есть. Снимать на него можно, как видоискатель использовать и запускать прямо оттуда? Да. Все остальное, то, что они допиливают, докидали диктофон, отлично. Появилась галерея, супер. Еще что-то, кролики для развлечений. Но это классно, интересно. И если вы готовы с этим ходить, хорошо. Но еще раз повторяюсь, ни беспроводной зарядки, ни какой-то там быстрой суперзарядки, ни защита от влаги, ни 4К 60 FPS, тем более 8К в основной камере нет. Ни какой-то супер классной фронталки, ни сенсора в экране. Вы понимаете, сколько не-не-не-не-не-не-не, но экран классный, если прямо смотреть, еще раз повторяюсь, не видно никаких изгибов. Если вам нужна такая игрушка, советовать я могу, но только в глобальной версии, чтобы спокойно, как говорится, спать. Потому что человек, который тратит такие деньги на смартфон, я думаю, плюс-минус 10% от стоимости вы сильно не обеднеете, но у вас появится смарт надолго. Если вы приобретете китайскую версию, вполне возможно, это будет не так. Девайсу от меня, как к первому флипу, который лично я для себя смог приобрести и ответить себе на вопрос, зачем он мне нужен, однозначное «да». Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Повторяюсь, что исходники сейчас скину в телегу мою личную. Посмотрите, ничего там супер космического нет, но и ничего плохого. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, огромное вам спасибо. Вы помогаете проекту. Всем, кто посмотрел, двойное спасибо.